Используя одинаковые блоки, можно поднять груз P на одну и ту же высоту. Одинаковый ли КПД установок? Ответ обоснуйте. Две установки. Первая – это неподвижный блок и груз P. И вторая – это подвижный блок. Это первая установка и вторая установка. В данном случае груз поднимается на одну и ту же высоту и в этом случае. Можно сказать о том, что выполняется полезная работа по поднятию груза P на какую-то высоту h. Напишем, а полезная работа равно P умножить на h. Это полезная работа. Что касается самих блоков. В самих блоках может быть сила трения присутствовать, может присутствовать вес блока. На все это уйдет какая-то определенная энергия для того, чтобы преодолеть это все. Скажем, в первом случае, пусть эти блоки будут совершенно одинаковые, существует какая-то сила трения. Так необходимо будет преодолеть эту силу трения. Часть работы, которая будет выполнена силой F умножить на то же самое расстояние, которое поднимается, потому что блок не меняет расстояние, F умножить на H будет равно чему? Будет равна полезной работе, которая поднимается груз, плюс еще работа, которая уходит на силу трения вот этого блока. Блок неподвижный, поэтому здесь используется только работа на преодоление силы трения. Это в первом случае. Что касается второго случая. Здесь тоже полезная работа заключается в следующем, что мы поднимаем этот груз на какую-то высоту H. Полезная равно P умножить на высоту H. А затраченная работа силой F. Сразу нужно сказать о том, что если груз поднимается на какую-то высоту H, значит мы должны выбрать больше, в 2 раза этот канат, при этом используется меньше сил. Если было F1, то будет сила F2. Сила будет меньше, но зато канат, который она должна протянуть, будет в 2 раза больше. Опишем это как значение S, которое будет равно, опять же, вот этому значению 2 умножить на H. Итак, работа, которая будет совершена во втором случае, будет опять же равна полезной работе P умножить на H и плюс работа, которая будет совершена на преодоление силы трения этого блока, а трение, и плюс еще работа, которая будет совершена на то, чтобы этот блок поднять вместе с этим грузом на ту же самую высоту H. Вес блока умножить на высоту H. Работа, которая будет выполняться в этом случае, будет расходоваться на преодоление первое. Совершить полезную работу, поднять на высоту H этот груз, плюс преодоление силы трения, вот она. И плюс еще то, что если блок имеет вес отличный от нуля, тоже поднять его на такую же точно высоту. Чему равен здесь коэффициент полезного действия в первом случае? Так, пишем это 1 равно. Касается первого случая. Именно вот этого случая. Это отношение полезной работы к затраченной работе. Полезная работа здесь чему равна? Поднятие груза на высоту H. P умножить на H. И вся затраченная работа, вот она затраченная работа. Это F умножить на расстояние, которое заключается в поднятии груза, плюс еще работа на силу 3. Потому что блок неподвижный, его лично поднимать не надо. Что касается второго случая, тогда коэффициент полезного действия равен тоже полезной работе. Вот у нас полезная работа. Это тот же самый груз. Поднять на вот такую же точно высоту, а в знаменателе это вся затраченная работа на всю эту процедуру. Она будет использоваться на то, чтобы поднять этот груз, на работу, которая будет на преодоление силы трения необходима работа, плюс еще работа, которая будет поднимать сам блок, если он не равен нулю, это уже высоту H. Если сравнить вот этих два КПД, можно обратить внимание, что у них одинаковые числители, значения P умножить на H. А в знаменателе, естественно, здесь больше знаменатель, потому что тут больше компонентов участвует. Здесь участвует только работа на преодоление силы трения блока, а тут еще участвует дополнительно работа, которая нужна для того, чтобы поднять сам блок на такую же точную высоту. Этот знаменатель, естественно, больше этого знаменателя. Мы можем сказать о том, что при равных числителях, где больше знаменатель, конечно, то будет значение меньше. Так можем сказать о том, что коэффициент полезного действия в первом случае будет больше, чем коэффициент полезного действия во втором случае.